Всем здорово, ребятос, и примерно год назад я выпустил ролик, точнее сказать свой самый первый ролик, где я сравнивал Оцуцуки Ишики и Учиху Мадару. Тогда еще не было той движухи и тех встречей, которые сейчас происходят на ютубе, из-за споров, кто все же сильнее. Скажу сразу, я в эту движуху лезть не буду, но все же ролик про Ишики я сделать обязан. Хоть он уже и слился, но многие зрители все равно недооценивают его силу. И меня действительно это очень удивляет. Но в данном ролике я попытаюсь максимально адекватно оценить его силу. Хотя хейты в комментах все равно найдутся. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли свиток в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. Но, к сожалению, я решил убрать эту рубрику с канала. И в следующих роликах ничего искать уже не нужно. Надеюсь, вы сильно не расстроитесь. А теперь переходим к самому ролику. Я Ван Кайф, я желаю вам приятного просмотра. Начнем сразу же с элементарного. Он из клана Оцуцуки. Хотя, как по мне, то правильно говорить раса Оцуцуки, потому что такое понятие как кланы известно только в мире шиноби, а Оцуцуки это совершенно другие бледокожие существа, которые путешествуют по вселенной, ищут планеты, садят и выращивают на них десятихвостого, который превращается в божественное древо, и с помощью этого древа они высасывают всю чакру с планеты. Тем самым они эволюционируют и становятся гораздо сильнее. В базе Ишики, как и все Оцуцуки, может поглощать все ниндзюцу и чакру других людей, а также он владеет Бякуганом. Вот только Бякуган у Оцуцуки намного сильнее, чем тот, которым владеет клан Хьюга. Но судя с того, что мы увидели, у него только один Бякуган, который расположен в левом глазу. Однако есть единичный случай, где Ишики юзал это додзюцу, когда искал Каваки. Но вот странно то, что в тот момент был показан только его левый глаз, в то время как правый скрыли. Так что вполне вероятно, что он у него есть и в правом глазу, хотя это всего лишь маленькая теория, которая по факту ничем не обоснована. В правом же глазу у него находится безымянное додзюцу, с помощью которого Ишики может юзать Сукуна Хикону и Дайку Кутен. Думаю, уже все знают, что это за способности. Первая может уменьшать предметы или самого Ишики до микроскопических размеров, то есть даже с наличием Шарингана будет сложно их увидеть. Вторая же способность позволяет все уменьшенные предметы закинуть в карманные измерения, в котором не существует времени, и в любой момент вытаскивать эти предметы, чтобы неожиданно атаковать противника. Причем настолько неожиданно, что Наруто в режиме Мудреца Шести Путей не смог увернуться от огромных кубов. В принципе, это две основные способности, которыми владеет Ишики. Однако я уверен в том, что нам много чего не раскрыли, как про самого Ишики, так и про его неизвестное додзюцу. Многие говорят, что он сливается в Мадаре лишь по той причине, что не владеет Ригуду Сенчакрой, и здесь я с теми людьми соглашусь. Он действительно не владеет этой силой, так как никогда не был Джинчурики Десятихвостого. По крайней мере, это не было показано. А тот Джуби, которым владел Ишики, был предназначен только для того, чтобы быть саженцем божественного древа. Да и еще одним подтверждением, что он не владеет чакрой Шести Путей, является то, что у него нету Гудоудам. Однако это никак не значит, что Ишики слабее Мадары. Многие до сих пор опираются на 4-й датабук, который по факту не актуален для аниме Боруто от слова совсем. Во-первых, там существует лишь 4 додзюцу, то есть это Бякуган, Шаринган, Риннеган и Рина Шаринган. Однако в Боруто появились еще 3 додзюцу, которые ни разу не упоминались в 4-м буке. То есть это Тенсейган, Джоуган, которым скорее всего владеет Боку Оцуцуки и сам Боруто, и как ни странно, неизвестные додзюцу Ишики. И утверждать, что только Риннеган может видеть лимбу Мадары, это полнейший бред, потому что, скажу еще раз, эта инфа актуальна только для аниме Наруто, и я с уверенностью могу сказать, что додзюцу Ишики как минимум сильнее, чем Риннеган, и опровергнуть это кроме самого Кишимото не сможет никто, потому что в манге уже был показан предел эволюции. Это бог, к которому стремился Ишики, и сейчас стремится Мамашики. И если посмотреть, то никаких Бякуганов, Шаринганов или Риннеганов у него нету, есть лишь одни глаза, которые скорее всего являются Джоуганами. Исходя из этого можно понять, что 3 великие додзюцу все же могут продолжать эволюционировать. То есть, как многие уже поняли, я говорю о том, что в 4-м датабуке говорится о том, что только Риннеган может видеть лимбу лишь потому, что тогда еще не было ни глаза Ишики, ни
глаза того совершенного существа. Если вам этого мало, то я наведу еще несколько примеров того, что 4-й датабук уже не актуален. Во-первых, в нем говорится, что Кагуя пришла на Землю одна, в то время, когда в манге Боруто говорится, что она пришла на Землю вместе с Ишики одновременно. Во-вторых, в манге Амаду говорит, чтобы Десятихвостый превратился в божественное древо, ему нужно скормить какого-то Оцуцуки, то есть без этого плод не получить. Однако в буке об этом не было ни единого слова. Там говорится лишь о том, что древо пустило корни после того, как люди начали убивать друг друга. Оно как будто бы питалось кровью, и лишь после этого оно дало плод. Но тогда вопрос, как Кагуя смогла заполучить плод, если для этого требуется жертва? Изначально именно она должна была стать жертвой, а Ишики, так как был главным в их паре, должен был присматривать за этим древом. Но план сорвался из-за того, что Кагуя неожиданно для Ишики напала на него и нанесла ему смертельный удар, который разделил его тело на две части. И мне смешно с тех людей, которые действительно считают, что между ними было какое-то сражение. Кагуя застала его врасплох, а застать врасплох равно напасть неожиданно. И самое удивительное то, что даже напав на него неожиданно, она не смогла убить Ишики. Его тело было разрублено на две части, но даже в таком состоянии он смог выкрутиться и остаться в живых. Я не думаю, что в базе Кагуя смогла бы пережить такой исход событий. Да и хочу отметить, что на момент нападения на Ишики Кагуя еще не ела плод чакры. Это можно понять потому, что для получения плода нужна жертва. И самое логичное объяснение, откуда Кагуя взяла этот плод, это то, что она скормила Десятихвостому нижнюю половину тела Ишики. Это объясняет то, почему ее плод был таким слабым. Ведь как мы знаем, совершенный плод должен пробуждать такой глаз, каким владеет бог Оцуцуки. А в Кагуе пробудился лишь один Ринне Шаринган. Но если я сказал, что Кагуя застала Ишики врасплох в базе, это не значит, что она сильнее Ишики после поедания плода. Потому что логично предположить, что Кагуя долго готовилась к нападению. Подобно тому, как Конан готовилась к сражению с Обито. Не нужно говорить, что в базе Кагуя равна, например, Канахамару. Это полный бред. Она, подобно черному Зетсу, просто нанесла один удар. И Ишики, как и Мадара, не мог ожидать такого. В случае Учихи это была его воля. По крайней мере, он так думал. А вот в случае Ишики это была его напарница, от которой он точно так же не мог ожидать предательства, как и Мадара от черного Зетсу. Потому что пойти против своего клана равно умереть. Но Кагуя все же решилась на это. И она хорошо знала, что новые Оцуцуки придут, чтобы ее убить. Впрочем, я как и говорил, что Ишики сильнейшая Наруто-версия, так и свое мнение я не изменил. И опровергнуть это не сможет никто, кроме самого Кишимото, который, я надеюсь, имеет в планах выпустить 5-й датабук, в котором уже будет раскрыта вся инфа о дадзюцу Ишики, о его способностях и о его прошлом. Ведь если так подумать, то Ишики слили еще хуже, чем того же Мадару. Это ж каким лохом нужно быть, чтобы купиться на базовую технику теневого клонирования. Просто позор. Но увы, сюжет всегда будет брать верх, и с этим нужно смириться. В принципе, это все, чем я хотел с вами поделиться. Надеюсь, строча в комментариях не будет, хотя это очень маловероятно. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.